Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит. Сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры Мир танков от Leste Games. И сегодня у нас на обзоре имба американская, ПТ-САУ 10 левела, проходная прокачиваемая ветка Т-110Е3. Вот такой вот красивый танчик. И, ребята, прежде чем мы перейдем к дальнейшему обзору этой машины, обязательно прожмите лайк под видео, подпишитесь на канал, если вы до сих пор это не сделали. Ну а мы с вами приступаем к самому интересному, к бронированию Т-110Е3. Go! Итак, господа, коллижен модель нашего Т-110Е3. Понятный уже корпус, закругленный клюв, снизу лодка. Ну и давайте смотреть, что нас ждет по корпусу сначала, по НЛД. НЛД у нас 280 снизу, 227 сверху, ближе к стыку 272, 266, 300, 400, тут рикошетные 140, да, ну все аналогично и с этой стороны. Касаемо центрального стыка между НЛД и ВЛД, 480, 500, ну понятно, ни одна пушка в игре не возьмет. Выше 370, 349, 370, 450, 470, 370, 600. Короче, невероятно крепкая ВЛД. Да и НЛД назвать дырявым сильно не получается. Да, здесь есть места 232, но рядом раз уже 280, а 280 это значит, что обычным снарядом даже десятка не пробьет, девятки определенно будут испытывать трудности, ну а восьмерки вообще просто, грубо говоря, отдыхают. Им прям нужно выцеливать места. Вот, касаемо рубки. У нас она не поворотная, она такая круглая маска орудия, давайте с маски начнем. 322, 600, 1000. Все. Ослабленных зон в маске орудия нет. Хорошо. Дайте смотреть рубку. 368, 400, 400, 340, 400, 900. Ну, короче, тоже ослабленных мест нет. Верхняя планка 75 мм по правилу трех калибров, 225 мм орудие сюда только сможет закинуть. Да, смешно. Верхний лючок 320 четко по центру, все остальное 400, 400. Попробуй, пробей. Борт у нас понятно, что какая-то броня есть, и можно даже пытаться за счет рикошетов что-то вытанковывать, но у нас углов горизонтальной наводки не хватит, чтобы стрелять. Поэтому, увы. Соответственно, куда убивать эту машину? Только, по сути, в НЛД. В люк можно супер голдой, и то стрелять прям по центру. Ну, либо если у вас бронепробитие, там, я даже не знаю, ну, не попадете. Тут, нет, бесполезно. Все это бесполезно, только НЛД. Так, с броней разобрались. Давайте глядеть орудие. Пушечка у нас 10 левела, 155 миллиметров, да-да, 750 альфа на основном и голдовом снаряде, на фугасе 1100, 295 бронепробития на основном, 375 на голде. Заряжается орудие 18 секунд, точность для такого дрына в 155 миллиметров на стоке 0,36, время сведения 2,7 секунды. Касаемо полевой модернизации. Давайте глядеть. Вообще, конечно, ворочается она достаточно слабо, но нам очень важна ходовая, чтобы нас не ставили часто на каток, поэтому рекомендую во втором блоке прокачать усиленную ходовую. В четвертом блоке притирку шерстени наведения. В пятом блоке к незаметности после выстрела штурмовая ПТ-САУ, к обзору. Восьмой блок к запасу прочь, защите экипажа от ранений. От времени заряжания перекомпоновка БК. И в восьмом блоке качаем ремонтопригодные гусеницы. Вот. Вторым слотом берем на живучесть. Да. На живучесть, потому что катать нужно вот во втором слоте закалочка стоит. В первый досел и обязательно ставим турбач.
Вот самая правильная сборка по оборудованию. По снарядам основной ББХ летит 870, голда подкол летит 1088 метров в секунду. Значит, по снаряжению ремка, аптечка, автоматический огнетушитель. Я доп. Паёк пихнул. У нас 2 заряжающих, 5 членов экипажа. Перки наблюдаете перед собой в табличке. По УВН у нас в принципе все хорошо, они присутствуют. Минус 8, и это хорошо. По ХП 2110, а учитывая наше бронирование, это достаточно на самом деле. По мобильности с турбиной, именно с турбиной. Вперед 28, назад 10, почти 13 лошадей на тонну удельная мощность. У нас даже есть незаметность. Если ее, конечно, перки прокачать у экипажа, но это в самую последнюю очередь, там, 6-7 перком. Поверьте мне, на ней можно даже до 30% раскачать незаметность. Все же ПТСАУ. Вот. По обзору 389 метров мы, конечно, супер слепые. Еще раз, по плюсам, минусам машин. Плюсы. Это незаметность, она присутствует, это все, что относится к ПТСАУ. Дальше плюсы: живучесть, количество ХП и в целом бронирование, просто лютое бронирование. По огневой мощи есть УВН, есть хорошая альфа, хорошее бронепробитие. Скорость полета снаряда, в принципе, нормальная. По минусам это понятно. Мобильность. Мы очень медленные, и к минусам можно опять же отнести тот факт, что у нас нет поворотной рубки, такой как на Т-110Е4. Вы постоянно крутите корпусом. Играть нужно в штурме, это явно не кустовая ПТСАУ. Вы должны давить направление, либо его защищать. Если видите, что союзных танков с вами рядом мало, вперед не стоит рваться, вас могут закружить, заехать вам в борт, сзади. И, соответственно, если союзников мало, вам некому будет помогать. Поэтому все нужно делать разумно. Предлагаю уже отправляться в бой. Давайте поглядим, собственно, на что способна Т-110Е3. Погнали. Так, господа, обзор боем у нас. Т-110Е3, американская штурмовая ПТСАУ 10 левела. Так. Так. Налево на воду, наверное, пойдем. Фул десятки попали. Фош на воду поехал. От арты, конечно, терпеть тут будем, ну что делать.
Но что поделаешь. Походу передумали наступать. Не, ну Т-110 Е3 многих может остановить. Всё, нет желающих больше. Не, Е5 ползет, гля. Ну давай, давай. Вот дают. Не, ну это уже нехорошо. Так, ребята, спрятались. Поехали за фашом. Так, 2400, 3К суммы. Еще 2К потеть. Готов. Едем дальше. Так, почти 4К сделали план. Ох, тяжелый все равно бой-то будет. Ух ты, арта тут. Еще одна.
Твою мать. Все, насветили. Так, ребят, минимальный план сделали. ХПшек нет. Тихо, тихо. Фугасами решил добить. Готов. Ну, ребята, 4300. Чуть не сдох. 8 хп осталось. Победа по захвату. Ну, блин, как я с таким количеством хп дальше рашить? Броня есть, интересная пушка есть. Е3 может давить, может сдерживать. Этот бой тому, в принципе, доказательство. Люблю эту машину. Да. Ну, кстати, недалеко я оторвался от первого-второго места по урону. Третье место. Тачка офигенная, что тут говорить. Сумасшедшая лютая броня. Хорошая альфа, хорошее пробитие. Да, настоящая ПТСАУ штурмовая. Ребят, у кого есть в ангаре Т-110Е3, конечно же, пишите, как вам эта машина в целом. Получается на ней, не получается. Вот, какое вы на ней используете оборудование, да. Подписывайтесь на канал обязательно, если пор не сделали. Под видосом лайк прожимайте. По пятибалльной системе 4 с плюсом эта машина точно уж заслуживает. Ну а я вам говорю, до скорых встреч, пока в новых обзорах. Пока-пока. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и конечно прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.